Итак, финал проекта. Вы нажимаете кнопку проверки, и DRC рапортует «No errors». Это дает вам уверенность, что плата действительно без проблем. Вы отправляете ее вашему производителю и погружаетесь в ожидание. И вот посылка у вас на столе. Вы аккуратно собираете первый пилотный экземпляр и получаете жесткое разочарование, потому что обнаруживаете проблемы, которые ваш CAD не заметил. Потому что ваш CAD проверяет математику, а завод проверяет технологию. В этом выпуске мы взяли реальный проект, который KiCad считал идеальным, и получили отчет от системы HQDFM от Next PCB. Мы разберем 3 конкретные ошибки из этого отчета, 3 строчки, которые могут разрушить ваш проект. Привет, друзья! Это библиотека инженера. Сегодня разбираемся, как видеть разницу между нарисовать и сделать. Поехали! Мы прогнали безупречный с точки зрения KiCad проект через HQDFM. Это бесплатный онлайн-анализ Gerber и DFM от Next PCB. Мы выбрали его, потому что он показывает производственные риски еще до заказа. Итак, что же в результате? А в результате 3 конкретные ошибки, которые прошли мимо DRC, но гарантированно создадут вам проблемы. Давайте разберем их. Глава 1. Механика. NPTH2Copper – ошибка крепежа. Загружаем подготовленные в проекте Gerber файлы и не забываем файл сверловки. Нажимаем на кнопку Analysis for Manufacturing и видим в результатах несколько ошибок. Рассмотрим одну из них. Система нам сообщает: зазор от неметаллизированного отверстия до меди 0.02 мил. Что это значит? Вы поставили крепежное отверстие NPTH и залили вокруг полигон земли или питания. В KiCad вы видите зазор, маленький, но он есть. Электрически здесь проблем нет, но HQDFM пишет «риск оголения меди». В реальности сверло имеет биение. При сверлении оно просто съест этот незначительный зазор. В итоге голый торец меди смотрит внутрь отверстия. Вы вставляете металлический винт, затягиваете его и получаете короткое замыкание на корпус. То есть при первом включении вы можете иметь неприятности. KiCad промолчал, DFM предупредил. Да, забыл упомянуть, воспринимайте рассматриваемый проект как пример геометрии, а не как техническое решение. Кстати, о геометрии. Следующая ошибка, очевидно, не для всех разработчиков. Мы хотим видеть на наших платах строгий порядок, параллельные линии, правильные углы поворота. Вот о правильных углах поворота и поговорим. Глава 2. Геометрия. Углы и целостность сигнала. Переходим ко второй ошибке. В отчете мы видим предупреждение о том, что соединение под острым углом Acute Angle Connection Mode. И далее важное пояснение. This will affect the signal integrity. Это повлияет на целостность сигнала. Но у нас точно нет острых углов поворота проводников. Все повороты выполнены под 45 градусов. Ну и обнаружилась пара случаев под 90 градусов. Кто-то недостаточно внимательно проверил проект. Человеческий фактор, как же без него? Но вот KiCad ее пропустил. А вот DFM ругается? Интересно почему? Во-первых, это целостность сигнала. Для высокочастотного сигнала поворот на 90 градусов – это изменение ширины дорожки и скачок импеданса. Сигнал частично отражается назад от этой неоднородности. Это создает помехи и звон в цепях. Согласитесь, нехорошо создавать проблемы на ровном месте. А во-вторых, это производственный риск, особенно если угол меньше, чем 90 градусов. Это та самая кислотная ловушка. Раствор может как бы застрять в углу и перетравить медь, создав угрозу обрыва. Программа настойчиво рекомендует нам: замените на дугу или тупой угол. И она абсолютно права. Используйте повороты по 45 градусов. Это полезно и для сигнала, и для технологии. С физикой и геометрией разобрались. Но есть и третий пример. Эта проблема воздействует не физически. А через какие силы она воздействует на наш проект? Сейчас разберемся. Глава 3. Сборка, шелкография на маске, Silk Screen to Mask. И третья ошибка. Она касается сборки. Шелкография слишком близко к области пайки. На производстве такое соседство недопустимо. Малейшее смещение и краска попадет на контактную площадку. KiCad тоже мог выдать вам предупреждение при наложении, но и здесь мы часто их игнорируем, думая, ну, чуть-чуть налезло, не страшно. Нет, не чуть-чуть. HQDFM пишет «failure to meet requirements».
Несоблюдение требований фабрики приведет к тому, что часть шелкографии будет удалена или попадет на контактные площадки. На производстве просто удалят куски вашего текста, чтобы краска не попала на контактную площадку. Вместо красивой и понятной маркировки вы получите нечитаемые иероглифы. И монтажник будет долго вспоминать вас добрым словом, пытаясь угадать обозначение компонента. Мы поговорили о механике, геометрии и сборке, но есть еще один уровень проблем, и он самый глубокий. Это уровень физики материалов. Здесь ваш CAD может преподнести неприятный сюрприз. Речь об импедансе. Глава 4. Физика. Скрытый стэк и импеданс. Представьте, вы разрабатываете плату с USB, Wi-Fi или Ethernet. Там уже начинается высокая скорость. И вам нужен не просто похожий на 50 или 90 Ом, а именно контролируемый импеданс. Вы открываете калькулятор в KiCad, ставите типовые параметры FR4, условные эпсилон примерно 4,5, и вводите геометрические размеры и получаете ширину дорожки. На этом для вас расчет завершен. Но с каким результатом? Когда файл попадает на завод, начинается реальность. Завод не льет под ваш проект уникальный материал. Ваш заказ собирается из реальных стандартных стеков, наборов кор и припрег определенных толщин и типов, которые вообще доступны у производителя. И эти реальные комбинации могут отличаться от того, что вы предполагали при расчете в калькуляторе. И вот здесь появляется важная функция. HQDFM от NextPCB умеет привязать расчет импеданса к его производственному стеку. Открывайте вкладку «Импеданс», выбирайте стандартный стек завода и смотрите, какой импеданс у вас получится не в теории, а в рамках их реального процесса. Плюс есть еще один тихий убийца точных расчетов. Геометрия травления. В KiCad ваша дорожка – это идеальный прямоугольник, но на производстве кислота вытравливает медь не строго вертикально, а под углом. В итоге дорожка в сечении получается трапецией. Обычный калькулятор этого не видит, а для высокочастотного сигнала форма проводника критически важна. Поэтому сценарий насчитали 50, а по факту вышло 42. Это не страшилка, а физика. Из-за неучтенной формы дорожки и реальной толщины диэлектрика вы получаете отражение сигнала и странные сбои, которые легко принять за кривой драйвер. А DFM позволяет увидеть это заранее и подогнать ширины или зазоры до заказа. Финал, идеология и выводы. Мы разобрали 4 примера, но на самом деле HQDFM находит десятки других вещей, от панализации до проверок по сборке и корректности посадочных мест. И главная мысль здесь не в кнопках, а в идеологии. Мы не противопоставляем CAD и DFM. KiCad нужен, чтобы спроектировать плату и проверить логическую и электрическую корректность правилами DRT. А DFM проверка нужна, чтобы сверить дизайн с реальными ограничениями изготовления и сборки именно теми правилами, по которым завод реально будет делать вашу плату. DRC в CAD обязательно, но она решает другую задачу. А DFM Review глазами технолога или его цифровым эквивалентом помогает поймать производственные риски заранее, до заказа. В итоге вы снижаете шанс обязательной доработки, сокращаете переписку с фабрикой и часто заметно экономите время и деньги. Если вам был полезен этот разбор, ставьте лайк, это помогает алгоритмам. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем объявления и чек-листы. Дополнительные материалы ищите на Бусти. А полный каталог наших видео всегда доступен на нашем сайте. Все ссылки в описании. И напоследок, пусть ваши платы будут зелеными не только от маски, но и от отсутствия ошибок в отчетах. До встречи!